Я Антон. Окей. Да. Буду рассказывать вам. Мы находимся в Испании, рядом со мной Антон. У него есть уникальная история. Уникальная история, которая произошла с моей семьей. Получается, что мой отец болел раком 4-й стадии желудка. Давай, не чокайся, не чокайся. Болел раком 4-й стадии, и у него была частная страховка, акцидент. И получается, что он залетел в больницу, потому что ему стало резко плохо. И когда он туда залетел, у него закончились лимиты. То есть, то бишь лимиты 60 дней закончились. И после этого его каким-то образом все равно туда положили. И нас не предупредили о том, что эти лимиты закончились. А позвонили нам через 2 недели, грубо говоря, и сказали: у вас долг пятнашка. Вот. Вашего отца нужно сегодня оперировать. Если мы его сегодня не прооперируем, а не вставим его там это кольцо, он умрет. И срочно везите бабки, грубо говоря, хотя бы 5 на операцию. Там. Остальное там десяткой разберемся, грубо говоря. Мы приезжаем, везем 5. Они нам говорят: не, ни хрена, все 15. Вот. Мы такие, типа, ни хрена себе. Мы говорим: ладно, у нас таких на данный момент сейчас мы не можем сегодня собрать эту сумму. Мы забираем отца, мы ничего не подписываем. Там, где по добровольной мы не согласны, мы пишем, что вы нас выгоняете. Они перепугались и были уже согласны на любую сумму. Но мы им отдали эти 5000 на операцию. В итоге вечером в часов 8 его все-таки прооперировали. И после этой операции ему резко начало становиться гораздо хуже. Хуже? Вот, хуже, да. И он оказался у них заложником. И мы его не могли забрать, и каждый день они выписывали нам счета по 20 тысяч или там так далее, напрягали нас, то есть приходило конкретное вымогательство. И вот в этот момент я почувствовал, что вот этот госпиталь, все это ни хрена не про там лечение или что-то, это тупо здание для высоски душ. То есть, если вы старый человек, вы туда попали, если у вас, не дай бог, закончится страховка или что-то, то они... Это было в Испании? Это было в Испании, в центре, в Бенидорме. Вот. Так что тут еще непонятно, какая страховка здесь нужна, частная или государственная. Потому что эта ситуация мне показала, что, во-первых, им вообще насрать на какое-либо лечение, им насрать на клятву Гиппократа, они вообще не слышали, что это такое. Они тупо думают про бабки, они такой цирк устраивали. После того, как моя сестра занялась этим вопросом, она обратилась, у них тут филиал в Барселоне, и подключились адвокаты. Тогда они уже совершенно по-другому начали разговаривать. Потому что они творили с моей семьей тогда и с моим отцом, что он пережил, в итоге он умер же в этой больнице. Но никому не пожелаешь, что мой отец перенес. А долги повесили и пришлось выплачивать? Долги повесили, но этим вопросом занимается сестра, то есть через адвокатов. Как получается? Почему не подтвердили лимиты? Главный со страховки улетел куда-то отдыхать. Там осталось 2 женщины. Они не смогли решить этот вопрос, они не подтвердили лимиты. После того, как этот мужчина вернулся, он подтвердил все лимиты, они получили деньги со страховочной и требовали 3х, то есть втройне. То есть они перерасчет не сделали, получили деньги со страховочной и требовали еще эти же деньги с нас. И еще сверху там 50 тысяч, 100, шоу. Вот. После того, как адвокаты конкретно сестры занялись этими вопросами, там уже совершенно другие суммы. Потому что они отказывались нам дать перерасчет, они отказывались нам выдать какие-либо бумаги, они
отказывались выдать нам все, в принципе, хоть не имели права они не имели права так делать. Но так как мы пытались разобраться с этой ситуацией, грубо говоря, сами, у нас не было конкретного адвоката или что-то. А адвоката мы как раз-таки не могли взять, потому что у нас не было истории болезни за год. А мы у них запрашивали эту историю болезни, они были обязаны выдать ее нам на следующий день. Но они нам ее не выдавали, просто неделями, месяцами эту историю болезни крутили нас. Это частная была Это частная поликлиника, ХЦБ в центре Бенедорма. И женщины, которые главные вот по этому вопросу, то есть женщины, которые главные по финансовым вопросам, и переводчики, вот эти вот переводчицы, вот оттуда вот это вот все идет. И когда мы сидели за столом, там вот сидело вот эти 3 женщины, одна из них была самая главная, они такие в татуировках, там розы, там что-то, бабочки, у них татуировки. Они сидят, вот когда они нас крутят, они говорят, с этого стола никто не уйдет, пока мы не увидим 10 тысяч. С этого стола никто, не уйдет, пока мы не услышим какое-то решение. И вот они вот так вот разговаривают, а у нас как бы там отец при смерти, и они как бы очень... И после того, как они говорят, с этого стола никто не уйдет, нам нужно 10 тысяч, я им говорю 2 тысячи. И они такие, ладно, мы пойдем сейчас посоветуемся. Встают со стола и идут советоваться. То есть настоящий цирк, шоу. Она подходила к доктору, скорее всего, говорила, что говорить, чтобы доктор нагонял постоянно жути. Доктора постоянно менялись, то есть там 3-4 доктора, вот. И вот последний, он как будто специально нагонял как бы жути. А причину смерти они назвали? Нет, никакой причины смерти, что просто умер и все. То есть самое жесткое это было в день его смерти, когда они его выключили, и я пришел туда, и я взял отца за голову и за кисть, я держал его часа 1,5-2, я с ним еще разговаривал, и чувствовал, как он не реагирует, и он, грубо говоря, был еще живой, но моя семья мне не верила. То есть там была еще сестра, моя мать, и они как бы в тот момент, я считал, что его еще можно было спасти, он меня чувствовал, но он так сильно мучился, что, может быть, было лучше, если он бы уже ушел. Ну, Он мучился очень сильно. И то, что он увидел и прошел, и в этот момент, пока это все происходило, я открыл на него предпринимателя, получил государственную карту, страховку, я не сдавался, я до последнего пытался его спасти. Но... Какой вы ожидаете с сестрой результатов, какие сроки примерные? Сроки чего? Ну, по времени. Какое-то у вас будет разбирательство еще какое-то? С ними? Да. Не, ну они требуют счета, и там адвокаты, то есть адвокаты требуют перерасчет, вот, то есть там уже адвокаты с адвокатами разговаривают на своем языке, но ситуация показала, что закрыла. Страховая, я тоже насчет вот этого момента, страховая тоже непонятно, что там страховая. Вот. В принципе, страховая, она не подтвердила эти лимиты, но она как бы и покрыла операцию там, и то есть она много что покрывала. Вот. Поэтому тут именно само поведение больницы в тот момент было непонятно. А сколько времени вы уже этим занимаетесь, разборками? Ну вот все это происходило примерно полгода, но все это закончилось сейчас, потому что отец умер. Они до сих пор присылают мне какие-то счета там на e-mail, я их заблокировал, и они шлют сестре, они там разбираются. Понятно. Потому что там конкретная махинация была с деньгами. То есть получается, что по их логике, так как все было покрыто страховой, а они присылали нам счета по 40 тысяч, опираясь на то, что это за памперсы и за перчатки. Потому что все остальное было покрыто страховочной, понимаете? Опираясь за то, что это за материал. То есть частный госпиталь, свои правила, они что хотят, придумывают. Понятно.
А есть же в Испании что-то типа общества защиты Профсоюзы, да, тоже звонили, но отец не резидент, у него здесь они там помогают только резидентам или что-то, и часто бывает, что профсоюзы не могут помочь. Мы пытались, звонили. Он резидент Эстонии. Да, он у него, он не резидент Испании, у него нет зеленой резиденции здесь, как я понимаю, не было. Понятно. Понятно, то есть вы будете сейчас вот просто отдали это в руки адвокатам. Да, отдали это в руки адвокатам. И да. Понятно. Просто цирк, просто это был жесткий цирк, но они играли с жизнью человека, человек умирал, но И в такой ситуации Ситуация- они хотели... в что такой хотели, то и ситуации делали. они, да, вообще, это, блин, такие вообще. Хорошо, а что вы, вот опираясь на ваш опыт, такой вот трагический, что вы порекомендуете, ну, условно говоря, жителям той же Эстонии, которые попадают в Испанию, живут в Испании, какой-то совет вы им дадите, если дадите? Ну, если, во-первых, если у вас, вам нужны в этой стране, во-первых, финансы, во-вторых, вам нужны все документы, здесь постоянная бюрократия, вы должны постоянно иметь при себе все документы, резиденцию и все, потому что в какой-то, типа, живя здесь без документов, что случись, будет сложно. Здесь нужно жить легализованным, а не этим мигрантом. А из-за того, что у него не было резиденции в Испании, он не мог Обратиться в клинику. момент, он, да, во-первых, с государственной клиникой, то есть были проблемы. Во-вторых, даже прописку на него получить без его Видите, здесь очень с бюрократией все очень сложно и с бумагами. То есть мы получили от нотариуса генеральную доверенность на отца. В итоге это оказалось просто подпись, не генеральная доверенность. И получается, что то, что я получил на него прописку, мне просто повезло. То есть я просто смог договориться там на месте в офисе. Что такая, просто повезло. И также, когда я получал на него карту, вот здесь, в Албире, мне тоже просто повезло. Со мной пришел другой мужчина, который просто притворился моим отцом и сидел. Понятно. А по поводу выбора страховой компании? Какие-то я есть не знаю, предложения? Я не знаю, честно. Я не могу посоветовать вот эту страховую компанию, хоть она очень много чего покрывала. Она покрыла там моему отцу 60 тысяч или что-то, но в тот тяжелый момент, когда вот этот вот главный уехал и запрос был не подтвержден, то есть, по сути, у нас был контракт дорогой. Этого не могло произойти, этого не должно было произойти. Но это произошло. И они тоже они просто нашу семью, понимаете, крайнего со всех сторон в этой ситуации. Ну, мы ничего сделать не можем. Ну, мы тоже ничего сделать не можем, понимаете. Понятно. Спасибо за эту историю.